Я очень сильно скучал по поездам во время весеннего карантина. Они, пожалуй, мой самый любимый способ путешествовать. Ты не паришься по поводу состояния дорог или количества заправок, а просто приходишь в свой вагон, берешь у проводника кипяток и под сменяющуюся заставку за окном думаешь о местах, в которые он тебя привезет. Привет! Мы тут устроили небольшую экспедицию в места, где возле маяков что-то не видно воды, а сама вода может быть довольно неожиданного цвета, где на пляже можно встретить дельфинов, а в пустыне цирк, где прекрасное утро может начинаться как в палатке в лесу, так и в отеле с бассейном, и где на пути встречаются самые невероятные виды. В общем, сейчас еще немного интро под пафосную электронную музыку и начнем наше путешествие. В общем, вот такие вот места. Наше путешествие в этот раз стартовало из славного города Одессы. Но не с вокзала и не от памятника Дюку, а из логова знакомого нам по Карпатам Сереги, в котором он с двумя своими соседями решает всякие важные вопросы перед поездкой. Серег, мы путешествовать поедем сегодня? Серегины соседи с нами поехать не могли, поэтому мы отправляемся в путь той же командой, что и в Карпаты. Традиционная поездка начинается с того, что мы решаем, а куда мы вообще едем. В этот раз у нас не было четкого запланированного маршрута, но был набор локаций, разбросанных по Николаевской и Херсонской областям, которые мы за 4 дня планировали объездить с камерами и дронами. В общем... Мы не планировали заезжать к этим ветрякам, а просто свернули с трассы, увидев их на горизонте. Само собой, ветряные электростанции – это не уникальные объекты, в Украине их больше десятка, и конкретно это одна из самых мощных в стране. Вид этих огромных металлических махин в поле, безмолвно делающих свою работу, почему-то действует на меня крайне умиротворяюще. И они, как по мне, одни из главных памятников человеческому прогрессу. Как мы за годы прошли вот от этого, вот к этому. Ну а теперь к первой запланированной точке. И с чего лучше начинать путешествие, как не с гастрономических изысков на закате. Устрицы Скифии – это первая устричная ферма в стране. Вообще, всякие разные моллюски – это не самый популярный продукт в наших краях, но с 2014 года их начали выращивать и подавать гостям в этом месте. Узнаваемый белый тент, с виду похожий на парус, уютно расположился на чиловой косе. И я не знаю, возможно ли найти где-то локацию с более символичным названием. Но сразу же пройти к столу и чилить на чиловой косе нам не довелось, потому что, увидев у нас камеры, нас сразу привлекли по назначению. Весь этот фотодвиж ради того, чтобы нормально снять одну масенькую жемчужинку. Жемчуг, даже такой вот крохотный, не часто попадается в Лимане, поэтому для местных это прям хороший знак. Фотография, кстати, не чужда этому месту. Прямо на разрушенном здании по соседству основатель фермы устроил небольшую галерею своих фоторабот. Довольно интересная и стильная деталь. Но вернемся к главному. Но пловчик с мидиями просто шикарный. А устрицы Устрицы такое. Устрицы это для мажиков. Вот пловчик с мидиями это то, что надо.
Как вы поняли, я не был и не стал фанатом устриц, но вот здешняя атмосфера и здешний закат – это, конечно, да. В общем, место просто шикардос. Однозначно сюда заезжайте, если соберетесь на юг. В общем, в первую ночь мы решили не жестить с палатками и остались в Коблево в гостинице со сказочным названием Paradise. Боря, ты за нас платишь, у нас нет налички. Понятно, если у нас денег просто нет налички, Ты что, хочешь сказать, что мы будем смотреть, как ты ешь? Здравствуйте. Вчера мы ели плов с мидиями и устрицами, а сегодня вот это вот, манную кашу. Но дальше, я надеюсь, все будет поинтереснее. Ну, это я уж совсем занизил планку, потому что буквально все, что угодно, будет поинтереснее манной каши. Простите за такую избитую фразу, но одна из визитных карточек Николаевской области – это маяки в поле. Все дело в том, что Днепровский лиман один из самых сложных для судоходства в мире, и просто поставить тут маяк у воды недостаточно. Особенность этих маяков в лиманах в том, что они выстраиваются сетью из трех – передний, средний и задний. Для того, чтобы вести по ним навигацию, корабли идут так, чтобы выстроить цвет от трех маяков в одну линию. И вот этот вот маленький симпатичный Кисловский маяк как раз задний, и находится он просто в чистом поле, и кажется, что он абсолютно бессмысленный, но в нем точно есть смысл. Но даже зная все это, очень диковинно видеть его на таком огромном расстоянии от воды. Но тем не менее, это вполне рабочий объект, правда, не всегда открытый для туристов. Вообще все эти маяки закрыты на карантин для посетителей, но у них открыт забор, они не поставили охраны и не написали карантин, поэтому, когда к нам спустя полчаса наших съемок подошел сотрудник и сказал: «Ой, а вообще-то закрыто для экскурсий», мы быстренько собрались и поехали к другому, пожалуй, самому инстаграмному маяку. Если вы загуглите «маяк в поле», то этот красавец наверняка будет первым в выдаче. Хабловский маяк – это, наверное, самый известный в Украине маяк в поле. И специально для того, чтобы не застать тут кучу людей, мы приехали сюда в будний день. Сидим в машине, ждем, пока инстаграмная точка освободится. Они фоткаются на фоне кирпичной стены, и я не понимаю, какой в этом смысл. Он настолько популярен, что вот к нему даже вытоптана такая инста-тропинка по полю пшеницы. И это не мудрено, ведь безо всяких заборов или подсобных помещений он выглядит действительно очень круто. И ничто не мешает приехать сюда и клацнуть парочку пафосных инстаграмных снимков с мотивирующими цитатами в подписи. Очень стильно выглядит с этой белой полоской, почти маяк Adidas. Этот полосатый анфас уже третий облик хабловского маяка. Он был построен в 19 веке, но снесен во время войны как слишком хороший артиллерийский ориентир, а затем заново возведен уже в 1952 году. Затем уже в 2000-х его передняя часть была перекрашена вот в эти стильные полоски для лучшей видимости, а все остальное сохранило свой предыдущий вид. И это тоже задний маяк, который со своим маяком-соучастником на берегу выстраивает цвет в одну линию для того, чтобы проводить корабли по лиману. Это невероятно, но третий маяк в нашем списке находится у воды, и к нему мы добрались только на 4-й день нашего путешествия. Но я решил рассказать о нем сразу, чтобы закрыть эту маячную рубрику. В общем, вот... Ты можешь помолчать одну минуту, дайте мне сделать дела и потом вот. В общем, вот где-то вот здесь самый большой в Украине маяк. Но это самое близкое расстояние, на которое мы смогли к нему подойти, потому что лодки, на которые можно на него заплыть, мы не нашли. Но к чему мы не можем подплыть, мы можем призумиться. Ну, не только призумиться, а еще и подлететь.
С высотой в 64 метра и необычной конструкцией в виде металлической плетеной корзины Станислав Аджигольский маяк уникальный в своем роде и выглядит очень внушительно даже с большого расстояния. И хоть он находится, как вы можете видеть, не совсем в поле, это тоже задний маяк, а его передний коллега в 2 раза меньше. Если вы помните, то я назвал Хабловский самым инстаграмным маяком. Так вот, Аджигольский уверенно наступает на пятки и ему, и даже Эйфелевой башне. И я не буду заканчивать рассказ о маяках какой-нибудь клишированной романтической фразой про надежду и свет во тьме. А давайте просто отправимся к одному из главных нерукотворных чудес Херсонской области на противоположной стороне лимана. Это место можно найти под разными названиями: Станиславские кручи, Херсонские горы, балки Байдыха и даже Херсонский каньон. Но суть от этого не меняется. Это глиняные обрывы над лиманом, которые образуют очень интересный и необычный для этих степных краев рельеф. И если обрывы над морем обычно выглядят так, будто землю аккуратно обрезали ножом, то здесь же кто-то будто рвал землю руками. Выглядит очень эпично. Ситуация, в общем, стандартная. Приезжаешь ты, значит, к Станиславским балкам, они же Херсонские горы, это одно из самых красивых мест Украины. А тут... Короче, знаменитые морские свиньи добрались и сюда. Я бы не хотел превращать эту часть видео в какой-то эко-манифест, но прежде чем начинать пикник, можно убирать локацию даже от чужого мусора, для того, чтобы бороться с этим самым свинячеством. У нас с собой просто целая куча всякого кемпового барахла, и стоит оно, если покупать с нуля, ну, не очень дешево. Но есть отличный способ купить его гораздо дешевле, чем в магазине. Это гиперпространство объявлений EasyUA. Сейчас расскажу все. Продавать или даже менять свои вещи и технику, когда они давно не используются, это рационально и, не побоюсь этого слова, экологично. И на EasyUA очень просто как выставить что-то свое на продажу, так и купить себе, например, все, что нужно для кемпинга. И это один из тех случаев, когда интеграция — это не просто промо неизвестного тебе сервиса. Я и сам планирую устроить небольшую распродажу своего сноубордического снаряжения именно на Easy, потому что, во-первых, тут нет какого-либо лимита на количество объявлений, а во-вторых, сейчас действует бесплатная доставка по Украине. Ну, о распродаже снаряжения я расскажу как-нибудь в другой раз, ссылка, вы не поверите, в описании, а у нас как раз закипела вода. Когда на тебя надвигается просто офигеть какая грозовая туча, но чаечек сам себя не попьет. Немножечко ветрено. С нависающей сверху черной грозовой тучей это место выглядит еще более монументально. Но к нашей удаче природа решила нами сжалиться и провезла эту тучу мимо, тем самым дав нам закончить наш чайный 5 o'clock и спуститься в ближайший каньон. До сих пор непонятно, нахрена мы туда спустились, но красиво. Спускаться сюда имеет смысл, если вы не можете просто смотреть на море и не прикоснуться к нему, тем более, что здесь для этого есть отлично уединенный пляж. Еще в этом месте просто чумовые морские закаты, но мы планировали встретить его в другом месте.
Отсюда всего несколько часов через Херсон до самой известной украинской пустыни, в которой мы, собственно, и планировали встретить закат и заночевать в палатках. Мы заехали в пустыню через официальный пропускной пункт, где, заплатив 50 гривен за въезд, мы бонусом получили предупреждение, что рядом идут военные учения и на дроне лучше не летать. Национальный парк Олешковские пески, согласно всяким разным интернетам, это самая крупная пустыня в Европе. И по территории, которую она занимает, это действительно так. Но мне все же как-то сложновато воспринимать ее как полноценную пустыню, потому что тут прям очень зелено. Повсюду пробивается трава, растут пышные ели, а местами прям большие зеленые оазисы. Но далеко не буйная растительность стала главным обломом в пустыне. Приехали мы, значит, в пустыню для того, чтобы тихо, мирно переночевать здесь, поснимать ночное звездное небо. А тут с одной стороны идут учения у военных, с другой стороны вот какой-то цирк на дроте снимают, и небо затянуто. Короче, не останемся мы тут ночевать. Цирком оказалась съемочная площадка клипа группы «Антитела». И они, наверное, тоже не очень были рады количеству туч на небе. И учитывая все факторы, огромное количество персонала, снующего туда-сюда, звуки выстрела, доносящиеся с полигона, и не очень перспективную погоду, мы решили, что это прям самое худшее время, которое можно было выбрать для ночи здесь. Ну, то есть и вот это мы променяли на ночь в пустыне, да? Закончи нашу поездку, глупись, мой крузер. Мы снова променяли палатки на гостиницу. Но в этот раз за 400 гривен мы получили просто невероятный шикардос. Во-первых, включены завтраки. Во-вторых, очень уютный номер с кучей розеток. Ну и в-третьих, что самое главное... Так, но утром оказалось, что тут еще круче, чем мы думали. Здесь есть свой искусственный водоем, своя небольшая ферма. Ну и, конечно, бассейн, в который мы, к сожалению, попасть не успеем. На бассейн время нашлось, потому что заповедник Аскания-Нова, в который мы планировали заехать в этот день, не смог нам гарантировать, что мы попадем на их знаменитое фотосафари из-за сами знаете какого вируса. Что ж, обидно, зато получилось вот такое утро релакса прямо посреди поездки. Но не у всех, конечно. Гостиница, кстати, прям очень комфортная, со вкусным и недорогим рестораном, приветливым персоналом, прям однозначная рекомендация на ночь или даже на целые выходные, если вы вдруг окажетесь в районе Новой Каховки. Но мы стартуем в место, которое советуют посетить многие путеводители, но оно стало, пожалуй, главным неоправданным ожиданием этой поездки, и сейчас я максимально быстро о нем расскажу. Шато Трубецкого – это винодельня, и тут все как полагается на винодельне. Богатая история, трехзвездочный отель на территории и экскурсии с дегустациями в винные погреба. Но нас интересовала только территория, которая по всем фотографиям была прям очень красивая. Но на практике она похожа на вот этого мужика из мема. Красиво только с одного ракурса, вот с этого. В остальном же это заборы, складские помещения, всякие цистерны и скорее фабричная атмосфера на территории. И если честно, я думал, а стоит ли вообще добавлять Шато Трубецкого в видео, ведь для нас, как для не особых ценителей вина, это были просто 2 часа потраченного времени. Ну, кроме шикарной крошки в ресторане, конечно. Но я все же решил оставить этот эпизод в качестве предупреждения для всех, кто навострит лыжи в эти края. И давайте теперь двинемся в самую южную точку нашего маршрута. И при планировании автомобильных перемещений по югу нужно держать в голове один очень важный фактор. Очень долгие, жаркие и плохие дороги. И на самом юге Херсонщины, защищенная от цивилизации несколькими часами плохого асфальта, среди огромной кучи ветряков Севашской ВС расположилась маленькая лужица неестественно розовой воды. Это Лемурийское озеро, и официальная причина его появления – это военный самолет, который упал тут в 70-х, и от взрыва открылся источник и заполнил воронку розовой соленой водой, по плотности уделывающей даже знаменитое Мертвое море.
Вокруг него предприимчиво построили беседки с душами и организовали такое спа на минималках по 50 гривен за въезд. Говорят, что кроме супер соленой воды, в которой прям невозможно утонуть, тут еще какая-то особо целебная грязь, за которой сюда приезжают немецкие косметологи. Немцев никаких мы, естественно, не обнаружили, а вот людей, желающих обмазаться этой грязью, да. Ну, времени у нас не то чтобы очень много, но соблазн здесь купаться уже очень велик. Эта вода просто идеальная иллюстрация фразы «не сыпь мне соль на рану», потому что все царапинки, которые получены за последние пару дней, начинают о себе напоминать, мол, привет, я здесь. На самом деле это очень офигенная штука для моей ноги злосчастной, потому что мне солевые ванны от всех суставных тем прописывали. Очень залипательная штука на самом деле. Еще и на фоне ветряков. Реально кайф. А под ногами тут очень мерзкая и противная жижа. Эта жижа – та самая сказочная грязь. Пахнет серой, выглядит неаппетитно, желание обмазаться не вызывает. Хочется быстренько поиграть в санитара степей, смыть соль в душе, который явно делался не под мой рост, и поехать от этой демо-версии Розовых озер к настоящим кисельным берегам. Те, кто в принципе обойдется без чудесной грязи и душа, едут на необорудованные берега залива Сиваш. Розовых вод тут пруд-пруди, простите за каламбур, и она не зависит от каких-то волшебных источников. Она может быть самых разных оттенков, в зависимости от времени суток, угла, под которым на нее смотрят, и, конечно, содержания соли. Вы все наверняка слышали в интернете о какой-то бактерии, я не могу это выговорить, вот внизу напишу, которая делает цвет этой воды розовой. И я не буду сейчас об этом затирать, просто посмотрите, как же здесь круто. Места настолько сюрреалистичные, что иногда кажется, будто это поверхность какой-то другой планеты. Ну и само собой очень фотогеничные. Можно, например, снять рекламу машины, типа «доехал на ней до соседней галактики», или обложку молодой музыкальной группы. Ну или просто взлететь повыше и запечатлеть эти цвета и рельеф. Я у мамы танкист. В общем, какие бы хреновые дороги сюда не вели, заехать сюда надо. Но, как оказалось, мы тогда еще ничегошеньки не знали о хреновых дорогах. Итак, встречайте, единственная якобы асфальтная дорога до села Геройское вдоль Днепровского лимана. И это как раз тот случай, когда говорят, что вокруг ям еще осталось немного асфальта. Но некоторым даже такая мясорубочная тряска совсем нипочем. Я всегда думал, что я хорошо засыпаю в дороге, но после того, как я поездил с Серегой, я понял, что я нифига не сплю в дороге. В общем, по версии 3 бодрствующих и 1 спящего участника этой экспедиции, это одна из худших дорог, что мы видели в своей жизни. И комфортно перемещаться по ней могут только 2 типа водителей. Я дико извиняюсь, а можете побыстрее как-то? А то мы, типа, в 7 часов должны были быть в Геройском. С ноги такой бух. Не, ну не надо. Так не переворачивай, нельзя переворачивать. Почему это? Это что тебе, я не знаю, телефон. Тамагочи. Самым, что ни на есть, геройским образом доехали до Геройского. Теперь перекидываем вещи и отправляемся в дикие места. Путь в дикие места лежит через непростые песчаные дороги, в которые без знания местности, да еще и в потемках, лучше не соваться. Поэтому мы заранее договорились, чтобы нас встретили и отвезли в 3-й ночлег в этом южном путешествии.
Купается еще. В общем, о, как-то темно. В общем, да, ночка получилась та еще. Сначала мы кое-как поставили палатку по темноте, а потом оказалось, что местная мошкара не сильно боится костра, и она вся прилетела на свет, и она потом последовала за нами в палатку. И прежде чем спать, пришлось устроить им небольшую зачистку. Но все это, конечно же, того стоит, потому что мы ночуем в настоящем сосновом лесу прямо на берегу моря. И я думаю, самое время пролить немного света на то, что же это за местечко у моря и почему тут не было другого варианта, кроме как ставить палатку посреди ночи. Это Кинбурнский полуостров, или просто Кинбурн. Он входит в состав Черноморского биосферного заповедника, поэтому ставить палатки где попало тут запрещено. А это значит, кемпинги — это единственный способ тут переночевать. Мы остановились в кемпинге с милым названием «Сосновый Бор», где за 100 гривен с человека дали доступ к беседке, летнему душу, туалету и даже раздали немного Wi-Fi. И в этом сказочном месте ты просыпаешься пораньше под звуки леса и моря одновременно, вытряхиваешь жменьку комариных тел из палатки, завтракаешь прямо на диком пляже и, не отходя от кассы, окунаешься в чистую морскую воду. А потом снимаешь на дрон дельфина. Самое обычное утро, знаете ли. Дельфины частенько приплывают к диким черноморским пляжам, но мне прям очень повезло, что дрон оказался под рукой. Но тем не менее я не стал слишком близко подлетать к нашему гостю, потому что, как известно, у дельфинов очень хороший слух, и не хотелось бы напугать его шумом пропеллеров. Как и в случае с дорогой сюда от Геройского, чтобы исследовать полуостров и не застрять где-нибудь в песках, нужно знание местности и уверенный в себе полный привод. Так что мы договорились с водителем и сотрудником заповедника, чтобы они сначала отвезли нас в этот кемпинг, а с утра устроили экскурсию по полуострову и отвезли обратно к нашей машине. По словам местного егеря, на Кинбурне нет ничего такого, что было бы уникальным в своем роде в Украине. Но вся фишечка в том, что все это собралось, а главное сохранилось, наверное из-за качества местных дорог, в одном безлюдном месте. Помимо самых разнообразных птиц и животных, внесенных в Красную книгу, тут есть еще самый настоящий реликтовый лес. Это такие леса, которые сохранили свой вид с древних времен, и конкретно этот стоял тут еще во времена Древней Греции. Очень внезапно посреди всего этого южного степного морского счастья находятся вот такие вот джунгли. Реально не хватает только какого-нибудь тигра или питона на ветках. А заканчивается полуостров красивой, словно нарисованной кистью художника косой, которая отделяет Черное море от Днепровского лимана. Кстати, попасть прямо на косу можно безо всех этих мучений с машиной, приплыв сюда на катере из города Очаков. И это, пожалуй, один из лучших вариантов пляжного отдыха. Ну, если вы, конечно, не будете скучать по продавцам пахлавы медовой на побережье. Но, как по мне, главная достопримечательность Кинбурна находится в самом его начале, у того самого села Геройское. А
вот это, пожалуй, самые розовые озера из всех розовых озер на юге Украины. Но сейчас оно, наверное, выглядит не так красно, как казалось бы. Но стоит взлететь в небо. Именно для того, чтобы посмотреть на соляные промыслы вживую, мы мучили машину по дороге в Геройское, а не приплыли сразу на косу на катере. И на контрасте с зеленым окружением эта вода выглядит максимально впечатляюще. По одной из версий, именно отсюда начинался легендарный Чумацкий шлях. И раньше тут действительно добывали соль. Через специальные каналы запускали воду в отдельные секции и оставляли выпариваться, чтобы потом собрать кристаллы и продать их рыбакам и охотникам. Но в последние годы это стало совсем нерентабельным, и там стоит целая огромная куча соли, которая уже просто потемнела от того, что ее никто не вывозит. И теперь все, что было оборудовано для этого процесса, стоит тут без дела, потихоньку ржавея и превращаясь в обычный аттракцион для туристов. Ну, как обычный. Совершенно необычный и очень красивый аттракцион для туристов. Я не знаю, зачем я это перепроверил, но да, она соленая. На этом смелом научном эксперименте мы покинем эту локацию. И мое общее впечатление, если окажетесь в этих краях, то хотя бы разочек однозначно стоит сюда заехать. И это, кстати, была последняя точка в нашем списке. Мы выехали в Геройское и разъехались кто куда перебирать отснятый контент. Я снова не успел записать выводы о поездке прямо на месте, так сказать, с пылу с жару. Поэтому рассказываю их вот уже по приезду домой. Это было очень крутое, но при этом не самое простое путешествие, в котором не все пошло по плану. Хотя, как что-то может пойти не по плану, если и плана особо не было. Но, тем не менее, как вы помните, у нас не очень взлетела ночевка в пустыне, мы не попали в Асканию Нову и не заплыли на Джигольский маяк. А когда мы снимали Розовые озера, у нас пару раз просто бунтовал фокус на дроне, поэтому пару общих кадров с неба мне дали другие путешественники, за что им большое спасибо. В частности, у ребят с канала Гараж есть целая серия видео Херсонской области, ссылку оставил в описании. Ну и в целом мы, конечно, закладывали время на плачевное состояние южных дорог, но мы явно недооценили масштаб беды, и это очень сильно повлияло на наш темп. Но, как по мне, из таких вот вещей и состоит настоящее путешествие. Испытать все эти эмоции, увидеть все эти прекрасные места и набить все эти шишки самостоятельно. В следующий раз спланировать все чуточку тщательней и когда-нибудь обязательно вернуться на юг. Спасибо, что посмотрели. По традиции после титров напоминаю обо всех ютубных плюшках, которые помогут каналу расти. Подписки, лайки, комментарии и задачи со звездочкой, скидывание видео своим друзьям. А еще, если интересно, можете подписаться на мой инстаграм. Там я, вы не поверите, пощу фотографии. И увидимся в следующем видео.